Приветствую вас, дорогие друзья, это канал Орел без решки. Я нахожусь на Сейшелах на острове Майе. И в этом ролике у нас с вами будет индивидуальная экскурсия с русским гидом по этому острову. Посмотрим здесь интересные места и вообще как это все организовано. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, напишите комментарий к этому видео, чтобы алгоритмы YouTube выдвинули его в топ. А мы начинаем. Поехали. Это пляж Асламуш. Много лодок тут. Да. Рыбу ловят, да? Да, рыбаков местных больше, очень много рыбаков. Это мост Сейшель, 905 от уровня моря. Там национальный парк, правильно? Да, там и национальный парк, там расположен. Мы его сегодня тоже посетили. Да, после Виктории. Потому что ехать займет час-полтора, 2 часа. А мы сейчас здесь где-то, да? Да, мы сейчас приезжаем, будем отсюда через аэропорт, а потом Викторию заедем. Вот здесь пляж маленький, красивый, спокойно. В любое время сезона здесь можно купаться. Здесь загорожено ходит. Вот эта часть загорожена. Волны обычно идут отсюда или отсюда идут волны. Вот отсюда посмотрите, как маленький остров красивый. Это пляж, маленький пляж, гранитный пляж, красивый. Получается, это все внизу город Виктория. Майе крупнейший остров, 74 тысячи человек проживает. Это давно уже выросло население. Да, это данные устаревшие. Да, это устарело уже давно. А ветряков как было 5, так и стоит 5. Да. Это все осталось. Только внизу солнечные батарейки ставили внизу. А это обитаемые острова? Острова хотел везде построили. А это отели Да, только для отдыха. Ан-хотел, клуб Мед открыли. Остров Серф, местных жителей хозяина. Себе маленький хотел открыли, построили. Вот, а там туда возят купаться между островами. И в связи с санкциями многие русские олигархи сюда свои яхты перегоняют на Сейшелы, на Да. Мальдивы. Вот, возможно, некоторые из них. Это вот кусочек взлетной полосы. Получается, это международный аэропорт Виктории, куда все прибывают туристы. Мы находимся в центре Виктории. Тут открывается красивый вид на горы. Продают фрукты. Что тут у нас? Получается картошка, лук, огурцы такие вот гигантские, апельсины, яблоки, груши и виноград. А цены нету. Цены, получается, узнавать у них надо? Да, надо спрашивать. А это, получается, самый центр города. Да, А это что за здание? это индус хозяин. Он умер, но он очень был популярным в Сейшеле. Он был историком. Диван Шах его звали. Прикольно, фиолетовые двери. Да, потому что в индийском вкусе они покрасили. В индийском. Яркий цветок. Перекрасили. А это он женщина сидит, это попрошайка, что ли, Да, местная? попрошайка. А, здесь тоже есть? Просто даю деньги. Я просто знала, алкоголичка. Таких мало бывает. Она такая все время. Не хочет работать, для нее это нормально. Тут уже и ценники есть. Получается, пол качана капусты 30 рупий. Получается 2 евро. Ну-ка, почем тут морковь стоит? 20 рупий. 1,5 евро, 4 морковины. Это у нас сейшельский рынок. Виктория. Рынок Виктория. О, это тунец? Это джак. Джак? Джак. Это скумбрия. Фактуна. Макрел. Макрел На называется. Сейшелах, кстати, все еще свирепствует ковид, поэтому заставляют надевать маски. Акула. Вот это акула. А это разделывают акулу? А вот акулу продают. Или Стоит запах свежей рыбы. Почему они нигде цену не указывают? Чтобы торговаться типа с ними? можно торговать, не пишут, 65, 50. А, 65 рупий. Ой, красная. Это Красный окунь. она такая была красная? Да, кожура красная, а внутри белое мясо все равно. Внутри белое. Красный окунь называют. Авокадо. Это сезон авокадо. Кстати, да. Местные. Зеленый апельсин, да? Это он не спелый? Местные апельсины. А, это Совсем, мясо. да. А это что такое? Это перец. Перец такой. Чё, перец какой? Это огурцы.
Огурцы понятно, да. Папай. Ой, это папайя так выглядит? Да. Ну, хоть. А внутри красная. Она желтая, она еще не спелая, надо, чтобы пролежать. Иногда ее срывают, то есть зеленую. Это Они цветная делают, потому что салат делают, папай салат. Чай, пряности продают. О, корица, да? Чай и пряности. А ваниль продается здесь? Да. Где ваниль? Что они тут выращивают? А, это ваниль. Пахнет ванилью. Так это у нас центр города, Это правильно? города. Сами заметите, все маленький бен. Построили в 1903 году. Поставили все эти. Сразу видно английский почерк. Это банк МСБ. Это банк МСБ. Банк МСБ. Многие в связи с сложившейся ситуацией хотят открыть здесь счет. Поэтому мы здесь, в центре Виктории, тоже этим вопросом пытались заняться. Цапля лет. Цапля? Пролет. Ага. А вечером тут инициативу летучей мыши перехватывают у птиц. Музей. А, национальный музей. Это музей, национальный музей занимает это здание. Это скульптура маленькой Виктории. Ага. Ее подарили англичане. В честь этого и назван город. Рядом Министерство финансов. Первый этаж главпочта, второй, третий этаж занимает Министерство финансов. Привезли нас в национальный парк. Тут находится водохранилище. Вот оно. Как национальный парк сам называется? Это Монблан. Также отсюда виден порт. Такие вот острова красивые. Там вдалеке тоже острова. Вообще куда ни глянь, красота безумная просто. Даже ветряки у них есть. Я трогаешь, скручивается? Прикольно. Мимоза? Oh, these, yes. You touch it and it closes, yeah. Yeah, we have these in England. Это место называли Вентаун, маленькое городишко Вентаун, как называли. И здесь организовали, построили бритиш-миссионеры, бритиш-англиканы, протестанты. Вот это. Пойдемте дальше. И решили на это высокогорье это место выбрали. А почему? Потому что здесь не водится опасное время насекомых, всякие болезни они боялись. Климат здесь подходящий, очень приятно здесь дышится, прохладно, чем низу. Но до того времени, еще в 17-18 веке, это место вначале выбрали пираты. Это использовали пунктом наблюдательное место для пиратов. Это рабы на Рабы, памятнике. да, вот монах стоит. Slaves. Да. Их вот здесь детей решили. Таким образом, так договорились. Даже в Австралии то же самое было. Жители Нью-Зеландии то же самое было. Отобрали у родителей детей, чтобы воспитать христианской веры. Вот так мы в горах, это национальный парк. Это место Mission Lodge называется. Миссия Лодж. Вот смотри, какой вид красивый. Да. А как вот эти вот деревья с шапочками Это, называют? оказывается, это место называют Абизе. Это малазийское дерево. Растет в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме. Очень красивое дерево. Это все, что осталось от школы горной. Дети рабов. Да. Здесь жили дети рабов. Как это место выглядело, увидела художница Мария Норт. Она была англичанка, она посетила Страсшель. Ей было 53 года, она была здесь в 1882 году. И тогда не было акации, то, что вы сейчас видите, не было корицы, не было махагонового дерева популярное. И как французы написали, когда первое впечатление произнесло, это остров, когда зашли, увидели остров Лисы горы, коренное остров происхождения. Это вот это, да, корица? Вот Да. это. Как береза. Да, настоящая корица. А это плод сатол. Это дерево местное, красное дерево ходит. Косточки надо пососать. А мякоть несъедобная? Она немножко, она ее можно кушать. Ну, я жив останусь? Здесь сейчас везде продают, базар везде. Кислая. Похоже на личи немного. В России таких нет улиток больших. Это еще маленький, еще больше прорастает. Французы кушают их. Ну, французы любят. Нигерия экспортирует в Рашу искусственно. Фран- Кушать всякое попало, очень грязно для меня, считаю. А это махагоновое дерево, американское махагоновое дерево вот рядом. Это с корнями такими большими? Мне особенно корни растут. Да, корень прям. Иногда напоминает мне русская сказка. А сколько вход стоит в этот парк? Там я кассы видел. Здесь 100 рупий. Раньше вход был бесплатный, как год ввели. Ладно, это социалисты ввели. Государству нужны деньги. И вот они ввели эту систему вход ввели план корица. Корица. Корица считается кора.
Язычок положите. Еще Каролина Елизавета II участвовала в церемонии аэропорт между Россошей. Она приплела свои мягкие, свои мужки, там участвовала в этой церемонии. Ее сюда привезли, она сидела, пил чай с своим мужем. А, вот, да, и королева Елизавета II. А здесь пила чай. Тут написано, что построено на пожертвование какого-то Мишеля Данфорда и от его семьи. Это другая часть национального парка, какая-то чайная тропа. Это самая высокая гора, получается? Но дальше выше, вот здесь мало. А сколько высота вот этой горы? Самая? 45 метров. 905 метров. Вот здесь все вместо эндемики растут. Смотрите, здесь нету акация, это все местное. Здесь реально так тихо и ветра нет. Как будто ты один на всем свете. О, какая-то птичка необычная. О, буль-буль? Вот это. Как кувшинчик растет. А, Вот типа это. туда залетает Да, насекомое, оно да, закрывается. закрывается. Вот над вами, вот здесь. О. О. А вот закрытый кувшин не созрел еще, значит? Нет. Это называется фиджи-пальм. На местном языке фиджи-пальм. Pitcher plant. Да. А, ну вон тут написано. Отсюда полюбуйтесь. Получается, вот национальный парк, мы здесь сейчас. Да, вот здесь сейчас. Ага, вот он какой большой. Примерно 1/4 острова примерно занимает. Приехали на чайную фабрику, тут написано Tea Factory. И тут можно приобрести чай, который здесь прямо в этом парке и растет. Приехали смотреть водопад. Тут по пути такой вот прудик, где раки водятся. Ну, какие-то худые, тонкие. Не такие, Еще больше, это маленькие. не такие раки, как в России. Да, и они еще больше вырастают, больше размера. Вот такие бывают. Вот. И маленькие креветки Это- водятся. Да, это как креветка, там даже есть у них ничего. Глубина 3 метра, как в середине. 3 метра? Да. Получается, тут пресная вода. Вот этот вот остров может быть знакомым тем, кто смотрит канал ТНТ, потому что на этом острове снимали знаменитый телепроект «Дом-2». Сейчас он был закрыт из-за коронавируса. Вот так все это выглядит. Сейчас здесь отлив, до этого острова можно даже пешком дойти. Это Эден-Бридж, мостик на остров Эден. Сюда мы заехали во время обзорной экскурсии по острову Майе, чтобы пообедать. Ресторан называется «Браво», готовит очень быстро. То есть обычную еду, как мы едим дома, там рис с курицей, какой-нибудь стейк, готовят как фастфуд. Фастфуд, как гамбургер, за 5 минут приносят. Порции большие, цены не кусаются. Находится рядом с портом, где стоят вот такие вот яхточки, лодочки с такими вот видами на эти шикарные просто горы. Ботанический сад находится в черте города Виктория. И черепашки здесь Да, есть. мы сейчас увидим. Вот мы отсюда зашли, вот здесь. Мы сейчас Надо посмотрим, вход. черепах посмотрим. А тут что за Вьетнам? А, китайский сад это. Да маленький, там ничего там смотри. Кокодемер. Кокос демер, это морской орех. И главное, пока семена растут, не угадайте, какие там семена мужские и женские растут. И перост начинает плодоносить после 20 лет. Мальчики не дают семена. Мальчики, и пальма похожа, ствола похожа, но факт в том, что мальчики не плодоносят. Мальчик дает стручки, а стручок вырастает иногда 1,5 метра. Очень крупная, имейте в виду, плотный стручок. И на нем растут маленькие рыженькие цветочки. А здесь кокодемер супер семечка. Это самый огромный, грандиозный. Ага. Листы громадные. А эти плоды как используют их? Они растут, взрывают. И когда они падают, их забирают государство. С этого ореха снимают внутреннюю часть. Потом экспортируют в Китай. Китайцы варят и кушают. А, А наружу, то, что я вам показал, продают здесь. И идет спекуляция, продают около 500 евро. Семечка, это шугар пальм называют. Это пальма малазийская. Ой, еще жесткая. Вот. Разбить ее. И они кушают ее, как мага. Ой. Ой. О, можно язычком облизать.
Ах, как пахнет вкусно. Пахнет вкусно. Вкусный. Да только волосинки. Сосите волосинки, выбрасывайте. Жесткая. Она еще Да. пролежала, еще была мягкая. Ну да, чем-то похоже на манго. А это что? Это водянистый пальм. А, пальма водянистая. Воду любят. Чистой воде они растут. Вон там черепаха. Маленькая. Маленькая вон черепашка есть. Они в чистой воде водятся. Вон да? шевелится. Шевелится. Маленькая, да. Они вырастают вот такие, небольшие. В трех видах водится астростершей. Их кушают. Китайцы кушают, место жителей Китайцы кушают. все кушают. Да, вот это видно двигается. Да, видно, он ушла. Вот их кушают. Таких черепах китайцы. Остерегайтесь падающих фруктов. Это похоже на это, на дуриана. Белый круглый цветы дают. Черепах накормить. Давай возьму. Будем черепах кормить. А вот здесь два мальчики растут. Посмотрите, как стручки растут. Кто растет? Мальчик куда-то А, мальчик. А, да. не получился там роман, потому что получилось, что и посадили, не получился. А естественно, в природе они рядышком растут. Второй кидай. Вот как мячик. Ешь. А те спят, что ли? Да спят уже. Они А там вон много. их сколько. Их там много. Заходите, берите зелень. А что, прям может тут ходить? Ну так кушают, видите, как они миром, не ругаются. Девочки гладкие любят вас, вот мальчик, посмотрите, какие сверху. А, это девочка, да? Не растут. На, будешь? Мальчик не растут. На, ешь. Короче, это повкуснее, чем листики, им нравится. Там повкуснее, да? Ну да, Понравилось? бросила грязевую ванну, чтобы покушать листиков. А это спит мертвым сном. О, этот полезла сразу прям. На, ты будешь жрать? О, шустрый ты. Они любовь занимаются, не компостик, а под живот у них как чаша внутри вот такая. А. Поднимается, что не провалился, это же круглая, как сверху. И живот у них там глубоко достаточно. Угу. Когда поднимался, чтобы он мог держаться. Ну а этой все равно, она все равно продолжает кушать. Вот такая у нас прошла экскурсия по острову Маэ. Беглая. Маршрут мы выбрали сами. Какие места мы будем смотреть, мы тоже сами выбрали. Это все согласовалось заранее. Сама экскурсия стоит 300 евро вместе с гидом русскоязычным. Русскоязычный гид, кстати, женщина из Узбекистана, которая живет здесь уже более 30 лет и замужем за местным жителем. Поэтому хорошо знает эти места, хорошо знает все растения и особенности их. А если вы хотите сами, без гида, это стоит 200 евро. Экскурсия по времени 8 часов. Время тоже можно самому выбрать. Мы выбрали с 9 часов до 5. И места, которые хотите посетить, тоже выбираете сами. Канал Орел Безрежский — это не только прогулки по городам, а также обзоры отелей и ресторанов. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео.